Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз, старинный цыганский пасьянс, что скоро произойдет, что скоро случится, события на пороге. Март 2026. Весна у нас на пороге, мои дорогие, время просто мчится. Казалось бы, мы недавно готовились к Новому году, а тут уже вот, пожалуйста, уже весна. Вот давайте мы с вами узнаем. И у нас в одном прогнозе два прогноза. И карты старинного цыганского пасьянса я знаю точно. На канале Таро Инспирационы есть любители старинного цыганского пасьянса и карта Таро. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Будем добрее к самим себе. И первым делом мы узнаем, разложим с вами пасьянс. Именно о событиях больше говорят карты. Что там случится, скоро произойдет. Какие события идут на ваш порог? Или что с этими событиями идет в вашу жизнь? Иногда мы чего-то не видим, не замечаем или имеем какие-то свои представления о ком-то или о чем-то. И думаем, да нет, это что-то малозначимое, или это какая-то нелепость. А на самом деле это уже начинается элемент перезагрузки и чего-то нового. Вот чего нельзя пропустить. Давайте где-то тоже узнаем с этими картами, чего нельзя пропустить. Каких-то контактов. Это новое лицо. Изображение цыганки, но прописано именно лицо. Тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Может быть, отчасти и не делая выводы быстро, дело, а я должна сказать, у вас достаточно сильная позиция, едва ли не самая сильная. Почему? У нас может быть, особенно вот именно, как мы говорим, на пороге, да, это начало где-то марта, на нас оказывает влияние энергии затмения, и март начинается у нас до 3 числа, это завершится коридор затмений, завершится полнолунием во Льве. И Лев– это вопросы статуса, работы, где-то больше, да, и денег. Но если этот период и на начало марта это будет влиять, оказывать влияние абсолютно почти на все знаки зодиака, за исключением знаков зодиака стихии Земли. Вот они все видят так, как есть, или то, что по факту. Не хочется никаких розовых очков. Но вот все, с кем вы контактируете, они могут в вашу жизнь носить много эмоций. Поэтому, может быть, это у кого-то буквально денежные вопросы. Вот я хочу соединить вот с тем человеком, которого вы недостаточно хорошо знаете. Может быть, это сами по себе разрозненные значения, как и знакомства или контакты, так и получение денег. Но вообще хорошее настроение. Флирт буквально. Я должна сказать, что больше будет жизненной активности, больше жизненных сил. И мы, ну, можем чувствовать себя словно, знаете, очень ресурсными, способными сейчас прямо преодолеть какие-то препятствия. Но все же я бы сказала, когда выпадает это лицо, есть какая-то персона, которая нами не изучена, поэтому аккуратнее как-то надо. Ну, вы ведь как раз реалисты. Кто-кто, а дело по части критического мышления равных вам нет. Возможно, это вам дорога, да, предстоит. У кого-то дорога и знакомство в дороге, вполне вероятно. У кого-то дорога может быть связана с деньгами, у кого-то может быть и с жильем, да, или вы хотите продать, купить. Тут мы все разные. Но, тем не менее, это у кого-то может проиграться, как смотрите, переезд куда-то очень далеко. Это не значит, что вот прямо вы сейчас, в течение марта, куда-то отправитесь. В нашем пасьянсе, когда именно совпадают эти два значения, это именно далекая дорога. Вы можете планировать. Это может быть осуществлено или в ваших планах еще на какой-то последующий период. Но то, что такое может быть, стройте, время строить, правильные планы, правильные как социальные связи. И ваша позиция, она наиболее сильна. Поэтому пользуйтесь, наверное, этим периодом. Может быть, для кого-то замешательство, а вот для девы все понятно, все четко. Итак, что тут у нас еще совпало, что мы можем еще соединить? Но вас явно будет что-то радовать и вдохновлять. Что-то у вас получается, потому что так и хочется сказать. Что-то получается. Но когда получается, тогда мы невольно притягиваем внимание кого-то другого. Может быть, нам карты и говорят: ты смотри, тут не замечтайся. Мы ведь не знаем вот даже те же самые дороги.
среди каких людей мы окажемся. И, может быть, мы составим о ком-то впечатление. Но на самом деле человек о себе не рассказал и, ну, несколько хитрее, чем мы о нем можем подумать вначале. Но вообще я не вижу подвоха. Вот я пересмотрела, пока с вами говорю, я все рассматриваю, проверяю, и я тут не вижу каких-то препонов, мои дорогие девы, барьеров или какой-то ненужной белиберды. Единственное вот сомнение, да, вот сейчас я увидела, у вас совпали весы. Ну, где-то весы — это дипломатия, поэтому дипломатом быть придется, да. Может быть, некоторые договоренности, важные встречи. Для кого-то из вас даже вот как новые знакомства или просто знакомые, лицо, которого вы недостаточно хорошо знаете. Вполне вероятно, это человек, который занимает, может быть, и высокий пост. Такого я тоже не исключаю. Поэтому будьте готовы к любым беседам. Ну, давайте дополним картами Таро. Так что же вам по судьбе, что идет в вашу жизнь? Вот что нового идет в вашу жизнь? События будущего. То, что будет иметь значение на более продолжительный срок. С чем, с кем это связано? Вот так. 13-й старший аркан. Давайте посмотрим дополнительно. Какая-то трансформация. Вот теперь понятно. Вы долгое время как будто ожидали. И вот заканчивается какое-то ожидание бесплодное. Точно. Причем, смотрите, пришла одна весть, а следом за ней придет еще и другая. Или вы получили какое-то известие, буквально конверт, приглашение. Но и понимаете, словно вот как по пажу жезлов, да, жизнь с чистого листа. Или вот как этот жезл очертил один виток и теперь выходит на новый. А первая карта, четверка мечей, для кого-то может проиграться усталость, мои дорогие, что мы приводим тело, мысли в порядок. Именно потому, что много работы или много каких-то передвижений. По рыцарю жезлов быть готовым вообще к неожиданностям и, кстати, к дорогам тоже. Значит, могут так складываться обстоятельства, когда тут все переворачивается на 180 градусов, мои дорогие девы. Но будьте к этому готовы. Это так завершается какой-то процесс. Причем тот процесс, когда, ну, знаете, может быть, это было какое-то чувство не просто усталости, а даже оно сопровождалось эмоциональным выгоранием. Или когда вы не могли с чем-то поделать, вот ничего, может, и перепробовали тысячу методов, но не оно ничто, не шло, не стыковалось. Все время какие-то были проволочки, были какие-то паузы. Вот это заканчивается, но более того, оно вроде как заканчивается по пажу, а по рыцарю оно потом еще и ускоряется. А что это для вас? Что нового идет на ваш порог? Опять же, да, тут, знаете, наступает время в марте, когда вы что-то подводите под знаменатель. И десятка жезлов мы делегируем, кстати, вам это как совет, не бери на себя дела много, не участвуй в каких-то делах. Тут, знаете, вы люди сильные, вы люди очень ответственные. С одной стороны, грубо говоря, это на вас навесить могут там тысячу каких-то обязанностей или, ну, а правда, а чего нет? На деве поручи и вообще можешь ничего не делать, не беспокоиться, все будет лучше всех. Причем так сделает дева, как может быть лучше, чем ты сам бы сделал. Ну, поэтому всегда есть соблазн, ну, как-то вот вас, какой-то работой снабдить. Поэтому не включайтесь в этот процесс. По этой карте нам всегда говорят: успевай отдыхать. Вот правда, успевайте отдыхать. Уставшие люди делают ошибки, а вам нужна холодная голова, потому что тут, знаете, и метаморфозы могут быть, тут могут быть странные люди, кстати. Потому что по рыцарю жезлов, ну, идут странные люди, знаете, которые действуют на импульсе, а вам придется марку держать. Может быть, эта марка касается буквально какого-то эмоционального даже фона. Ведь это тоже бывает сделать совсем непросто. Особенно, когда какую-нибудь ерунду говорит человек, ну, правда. И ты ему 5 раз объяснила, он и на шестой ничего не понял, и рука чешется уже. Я, конечно, шучу, но я думаю, каждый был в такой ситуации. Ну, сколько можно? Вот что-то такое может быть. Или те, которые, к примеру, выстраивают диалоги, вроде начинает говорить, ну, здраво рассуждает, а потом какая-то ерунда у него там, да, то есть вы не можете понять, вообще ты о чем? Или как мне разобраться вот в этом ворохе твоих мыслей или в какой-то каше словесной? Тут вот такое может быть. Поэтому отдых и еще раз отдых. Режим труда и отдыха вам совершенно необходим. 2 карты, как и информационные, так и буквальной активности, но и 2 карты, когда говорят: "Ну, не бери на себя много".
Может быть, даже это по делам домашним. Пусть делают те, кто должен. Именно делегируй. У вас тут прямо что-то по судьбе, мои дорогие девы. Справедливость, аркан– это карта кармы, так оно и есть. Тут по судьбе идут какие-то вопросы, подписание документов, важные встречи, важные согласования. Может быть, для кого-то из вас это даже касается судов или когда вам необходимо отправиться к юристу, к адвокату. Ведь по этой карте мы всегда делаем что-то наверняка. Не приблизительно, не как-нибудь, но это хотя на вас и не похоже, но тем не менее. Здесь, знаете, вот нельзя даже вот какие-то моменты отложить на потом. Тут, скорее всего, будет, понятно, вы будете иметь какой-то маневр. Вот почему отдых и холодная голова необходима. Тут нужно постоянно анализировать. Когда выпадает аркан справедливость, это серьезная карта. Она говорит о том, что нам в этот период придется сделать что-то такое, что в последующем нас может избавить от каких-то разочарований. И, может быть, это и есть какой-то документ, который мы подписываем, и он имеет такую силу, как силу закона. Мы себя как будто защищаем этой бумагой или этим документом, или какими-то важными договоренностями. Поэтому скучать вам будет некогда. Вот так вот. И я, конечно, не исключаю, что здесь может быть иногда по аркану справедливость. Всегда ж мы говорим, да, если сделал что-то хорошо, пусть руками других людей, тебе эта помощь обязательно вернется. Но иногда мы ляпсус какой-то совершили, мы люди, мы ошибаемся, то тут нам как на доработку возвращают, да. Может, какой-то документ пересчитать, переписать, какой-то отчет. И даже к отчету нужно отнестись очень внимательно. Но для вас другое качество жизни. Отпускайте тех, кто пытается словно уйти из вашей жизни. Может быть, какая-то ситуация, отпускайте. 13-й старший аркан– это всегда вот. Есть у меня колода, кто смотрит, давно, Таро ангелов-хранителей. Так и вот чаще мы видим 13-й аркан, написано "смерть". Ну, я надеюсь, все правильно понимают. Но вот та колода, на ней написано "Лошарандары". Это именно фраза означает "отпускай". Вот есть какой-то пункт в вашей жизни, который вот просто надо подумать так, да, критическим умом, это по вашей части, и сказать: "Да пошло бы оно все, вот это вот не имеет никакого значения". Вот есть явно то, за что не надо держаться, потому что на кону изобилие, процветание, радость, счастье. Ну, и самая добрая карта, одна из самых добрых. Ладно, давайте вторую карту достанем. Что же там из прошлого? Возможно, вы в чем то поставили точку, а оказалось работа, мои дорогие. Какая-то работа, которой вы занимались, она и будет продолжена. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на продуктивность. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Эта фраза, она просто золотая фраза. Когда-то мне ее сказал добрый друг в тот момент, когда руки опускались. Но он был прав. И, на самом деле я часто теперь это повторяю как о себе, так вот и восьмерку пентаклей я именно так называю, потому что эта карта, знаете, отчасти инструкций, изучения, детализации, где-то дотошности. Вот почему нужно отдыхать? Потому что есть какой-то Гордиев узел, в котором, ну, как будто нужно разобраться. Это факт. Более того, еще и продолжить. Как поставить на ноги. Может быть, это какой-то проект, который пока словно на голове, а вам придется его перевернуть обратно на ноги. Вам могут поручить какое-то важное дело. Тут правда, тут как что-то очень важное идет на ваш порог. И это вам знакомо. Может быть, только в этой какой-то сложной ситуации можете вы разобраться. Да, точно, по аркану умеренности вот тут как будто вы будете много сил уделять именно вопросы работы и, может быть, финансов. Более того, вы можете столкнуться с людьми по пятерке мечей. Это, знаете, люди, которые нас вызывают на конфликт. Я не исключаю, все-таки мы спросили, что из прошлого. Возможно, и вам придется контактировать с теми людьми, которыми у вас как раз конфронтация и сложилась. Вот аркан справедливость тогда будет и говорить, что тебе, может быть, вот был недруг, да, ну, если ты его другом не сделаешь, то хотя бы в какое-то нейтральное положение эту персону придется перевернуть. Потому что, знаете, тут как будто одна персона, один человек может оказывать, должна это сказать, какое-то противодействие, может спорить. Это, знаете, как становление нашей независимости, но
С одной стороны, это мы еще как завершаем какую-то прежнюю историю, которая нас угнетала или буквально в нашу душу какой-то раздрай вносила. Или тут все-таки мы можем столкнуться с людьми, которые, будьте к этому готовы эмоционально, словно вас вызывают на словесную дуэль. Вот держать марку придется, это точно. Ну, не все рады. Кто-то может завидовать, кстати, правда. Кто-то именно хочет проявить силу. Я, конечно, не исключаю и вас самих. Мы ведь все живые люди. Когда я вот где-то здесь упоминала, нас что-то может вывести из себя, почему нет? Хотя вы достаточно прозорливы в этот период. Правда, тут на вас это не похоже. Но все остальные, как я в самом начале говорила, могут быть во власти эмоций. Но и сколько бы ты ни терпел, потом терпение тоже заканчивается. Мои дорогие девы, тут марку нужно держать, потому что это прямо действительно какое-то испытание. Может быть, для вас, знаете, я бы больше сказала – вопрос денежный будет решаться в зависимости от того, как вы сумеете договориться. У вас будет какой-то прорыв именно по финансам или по работе, может быть, как карьера. Вы сейчас, если сумеете договориться, может быть, для кого-то из вас, именно это касается работы, будет необходимость куда-то поехать. Для кого-то из вас, может быть, вы должны были поехать, но не поехали. Вот здесь может быть какая-то, ну, как заноза, да, потому что именно недостаток. А дальше у нас выпадает карта звезда, которая именно перемещение, причем перемещение далеко. Может быть, это прежде, но не получилось, какие-то были другие обстоятельства. Вот вам тут точно придется что-то кому-то либо объяснять, либо договариваться. И это по какому-то прежнему вашему положению, ситуации, обстоятельствам. Вот как будто быть правильно понятым в конечном итоге так. Поэтому дипломатия вам помогает. Будьте просто к этому готовы. А предупрежден, уже вооружен, правда? Давайте узнаем, так, а что же ждет в ближайшем будущем? Может быть, это прояснится, или что-то уйдет, или вы откажетесь сами. Это карта ваша. В некоторых колодах, во-первых, в левом верхнем углу Меркурий, а в правом либо близнецы и Дева. Это ваша планета-управитель. Рациональное мышление, холодное мышление, критическое мышление. Маг – это не про эмоции, ну вот вообще ни разу. И, наверное, все то, что я говорила, мне уже можно даже не добавлять, потому что эта карта говорит о том, что да, будут, может быть, и люди, которые пытаются вас склонить на свою сторону или наоборот, где-то, ну, вынуждая вас что-то объяснять, может быть так. Но вам придется держать марку на любых поворотах, потому что именно от этого будет зависеть ваше благополучие, ваше изобилие, процветание. От того, что вы для себя определите, что вот уже и я как отпускаю, да, вот отпускай. Тут будет, знаете, как из двух частей. Есть то, что нужно продолжить с терпением, и есть то, что уже, ну, уже все с этим понятно. Ты сделал, как будто там дева все, что мог. Но еще пока продолжается период, когда, знаете, вот зыбкость какая-то присутствует. Потому что это момент перехода. А в переходе у нас никогда не бывает, как знаете, четко очерченных каких-то обозначенных границ. Мы с вами словно двигаемся на ощупь. Видимо, вам придется, мои дорогие девы, может быть, поступить так, как вы не предполагали. Возможно, вам в этот период марта даже придется как-то быстро действительно собраться по ситуации, то есть пойти, да. Вот есть такая фраза, мне она очень близка, потому что по работе моей именно пойти по ситуации. То есть это когда мы планов мы можем там тысячу настроить. Но вот есть такие профессии, когда ты пришел на работу, и ты именно по ситуации. Не все свои измышлизмы ты оставляешь где-то позади. У тебя есть только твой профессионализм, есть твоя голова, есть твои 2 руки. Ну и какие-то навыки, будем говорить. Вот исходя из этого проживать каждый день. Потому что по магу по-другому не получается. Но это, конечно, вас наделяет, мои дорогие, силой, мощью, возможностями. Пусть они такие, знаете, зыбкие еще пока. Но и с другой стороны, ведь это и мера ответственности. Рядом аркан, справедливость. Миссия. Вот мне кажется, последние расклады, которые я делаю,
они вот такие достаточно сложные. Они не просто в мелких каких-то арканах или что-то там такое малозначимое. У вас, мои дорогие девы, действительно меняется, похоже, жизнь. Но это в сторону счастья, именно в сторону возможностей. Но вот пока, пока мы пройдем, да, этот период перехода, я так теоретически думаю, что к концу июля за счет конфигурации Сатурна ясности будет больше. Но, так откровенно-то говоря, год огненной лошади, он очень стремительный. Он вот сам по себе, как вот эта карта. Что в эмоциях таких, знаете, горячих, огненные тем более, да, так еще и скорость. Поэтому будьте готовы как и к каким-то метаморфозам судьбы, так и, может быть, к проявлению некоторых персонажей, ну, как в эмоциях и так далее. Вот вас ничто не должно как м, нарушить ваш какой-то путь или вашу миссию. По крайней мере, я вижу так. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал, и я вам буду искренне рада. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.